Клубника 450 рублей за 0,5 кг. Ага, нормально. 450 рублей за 0,5 кг. Ну, это первое. Наверное, там будет подешевле, конечно же, я так думаю. Интересно, откуда она? Новости 39. Подключайся. Целый киоск здесь. Место такое интересное. Улица Ялтинская. Ого. Какой там киоск интересный, да? Ну-ка. Вдох-выдох. О, да. Когда-то газеты продавали, между прочим. Может, лежит газетка? Не лежит. Стелла Артуа. Здесь клуб любителей водного спорта, похоже, находится. Вообще, конечно, люблю такие места. Все цветет, все обсыпано. А куда она там ведет? На Московский проспект? Ну да, если по прямой будете ехать, то на Московский. Да? Да. И прям выйду, да? Ну да, это вот так вы по прямой вот так будете ехать, и прям вот так шоссе будет. А там интересного ничего нет? Не особо. Не особо? Вот шоссе, ну, вы на мосте вон там были? Ага, Ну, вон там только красивые виды вроде. там красиво. Ну и здесь так, чуть Хорошо. листвой и все. Больше ничего такого не видно. Понял, спасибо. Если бы вот солнце было бы, вот прям падало бы хорошо, оттуда вот так закатик или типа того, Да? хороший был. Ну, да ты романтик. Давай, счастливо. Удачи. Да, и тебе тоже. Вот это настоящий калининградец. Сразу видно. Да, друзья. Как вам место? Заеду с одной рукой. Конечно, ну, на мотоцикле, наверное, я бы здесь не проехал. Зато на велосипеде, пожалуйста. Класс. Ладно. Все рассказал парень мне. Закатик. Все как надо. Ну и куда мы выехали? Да я знаю, куда мы выехали. Примерно. Здесь раньше... А что здесь раньше? Я, кстати, здесь никогда и не был-то. Я думал, здесь и проезда-то нет. Какие-то базы с чем-то непонятным. Проходная. Московский, вон, старая табличка. О, собака. Московский проспект 186А. Вот так-то. Полуфабрикаты оптом и в розницу. Только что дождик прошел, так свежо, пахнет грозой. Что еще надо для счастья? Едешь так себе потихонечку. В таких местах таежных. Не такие уж они таежные, с другой стороны. Вот Московский проспект впереди. Сейчас выйдем на него. А здесь базы. Чем-то все занимаются эти базы. Слева, я так понимаю, слева раньше был завод «Система». Ну или что-то такое. А справа автотранспортная колонна, да? Как-то она называлась, я не помню. 11-13 или как-то так. Сужение дороги, друзья. Будьте осторожны. Земляные работы. Чудеса. Как-то жарковато. Вчера было прохладно, сегодня уже так душновато даже. Вот здесь для велосипедистов выделили целую магистраль. Разграфили.
братья-велосипедисты. Привет. Цены упали в который раз. Вот это Московский проспект. Прекрасная погода, все цветет, ароматы. И кафе Али Бобо, или Баба, по идее должно быть Бобо все-таки. Кафе Али Бобо. Кажется, я здесь вот по этой дорожке ни разу с камерой не ездил. Так, чтобы прям с камерой, да? Кажется, столько раз ездил без камеры, а с камерой ни разу. Здесь вот магазин был, что-то бытовую технику продавали. И все, магазин закрылся. Московский 188 с видом на такую прекрасную трубу. Альтопрофиль. Не, ничего интересного такого прям. Не, ну кому-то может и интересно, конечно. Тем, кто профилем занимается, тем тому это прям не просто интересно, а может быть вообще. Но мы с вами профилем пока не занимаемся, по крайней мере сегодня. Сайдинг, фасады, водосток. Это типа такая... А там что, жизни, что-то жизни, может клиника какая-то. Парковка запрещена. А здесь теннисный клуб, теннисный центр, теннисная академия. Московский 196. Я сюда тоже никогда не заезжал, если честно. Вообще никогда. А заехать-то можно, оказывается. Наверное, вот в том вот ангаре люди играют в теннис. Но они отгородились от нас занавесками. И поэтому мы не увидим этих финтов, этих точных подач. Ух ты, как там красиво. Такой участочек, да, себе огородили там. А что там происходит, непонятно на этом участочке. Да, трейлер стоит один и все. Но выглядит так интересно. Ну вот и все, такая вот академия тенниса. Только для клиентов Торекс Арена. Торекс Арена. Да, интересно. Московский проспект 196. Ура! Вот здесь, кстати, находится лаборатория, вот это Аквавайс. И она делает очень неплохие анализы воды. Очень неплохие. Все там у них так скрупулезно. Надо приносить прямо в чистой таре воду. Все химически прям не подкопаешься, как они там все делают. Так что, если вы сомневаетесь в своей воде, вот сюда приезжайте. И здесь вам проведут как надо анализ. Байкеру не мог проехать мимо. Honda Shadow и CF Moto NK, что-то там, 250. Такой малышок. А Honda не малышок, Honda хороша, да. Два друга стоят. Блин, дождь начался. Вот говоришь, калининградская погода. Да, такие. А этот, кажется, в 2 раза меньше, чем у меня. Он поехал. Вот транспорт всех времен и народов. Вон он. Под крышей едет себе там. Красота. Здесь какую-то стоянку устроили. Откуда здесь машины? Здесь вроде люди не живут и не работают. У этих вроде своя стоянка. Интересно. На велосипеде вот хорошо, что и по тротуарам можно ехать, и где хочешь. Практически, конечно. Ну, может, не совсем где прям хочешь, но... В общем, я думаю, что практически где угодно можно ехать на велосипеде, да? Только, может, по какому там песку не поедешь. Но можно провести. Вот на мотоцикле, конечно, в этом смысле только по дорогам. Но зато быстрее. У них там экран вон висит. Вау. Свердлова 29А.
Калининградской области, что-то там, Минской. Министерство, что-то, министерство, понятно. Прикольный дом. Закрыли его, уже стоит лет, наверное, 50 стоит в таком виде. Может, там кто-то живет в таком доме. Снаружи законопатили его. Да, интересная у меня такая сегодня такой путь, которым я никогда не снимал. Здесь такой сад у них. А здесь футбольные, когда-то был чемпионат же мира по футболу. И вон там сделали, огородили, наверное, там типа мини-футбол. И великие футболисты свои великие слова. Это правда, что я играю очень хорошо, но я хочу большего. Я всегда хочу быть лучше, играть лучше, чем играл днем ранее. Неймар, вон тот вот паренек. Неймар всегда говорит, хочу играть лучше, чем днем раньше. Когда побеждаешь, ничего прекраснее футбола на свете быть не может. Трудно не согласиться. Когда побеждаешь, все так, не только футбол. Да, сад позади меня. Вообще сейчас, конечно, виды прекрасные. Все расцвело так. Просто лепота и красота. Это позади меня 13-я школа. Хотелось бы там побывать. Наверное, что это старое здание, а не новое. Мы можем и по тротуару поехать, чтобы не смущать автомобили. Да, справа вот там 13-я школа. А вот еще, наверное, это вон старинные убежища или что-то типа того. Вот какой-то новый плакат у них появился. Территория успешного будущего. Это где это, интересно? Это в целом или что это? Или это какая-то точка на карте, вон там написано? Или это конкретно эта школа? Территория успешного будущего. Даже трудно сказать. Но там есть координаты. Надо, короче, посмотреть, где эта территория успешного будущего. Возможно, это везде. Так, что там у нас? Можем ехать. Нет, мне же надо было не сюда. Ладно, вот покажу вам вот так вот еще школу, и я развернусь. Мне вот на ту улицу. Здесь был провод голубой. Ой, блядь. Не зацепить. О. Такие маневры. Мне надо замок вставить в сумку. А там есть такой специальный киоск, который, возможно, может мне с этим помочь. Вот так вот. Еще и ездит, я уверен. Улица Свердлова, 20. Ой, опасно, что это было. Опасно. Проводочки торчат. А это мы переместились на улицу даже не знаю, как она называется. Так это же это, Краснодонская. Но только не Краснодонская, а как по-другому. Краснопрудная, точно. Все время я ее Краснодонской называю. А это Краснопрудная. Да, мой электровелосипед уже 3-й месяц в ремонте. Вышли, строят датчики какие-то холла. Найти их вроде как невозможно нигде. Только в Поднебесной. Может, придется поехать в Китай за датчиками холла. Смотрим. Или пока вот на... у меня есть транспорт, в принципе. Зато тренируешься одновременно. Вон какой домик. А на том не тренируешься. Так, ну что, где-то здесь. Вот оно. Режим работы. Пойдем узнаем. Так, а где эта штука у меня? Ремонт, растяжка. Растяжку нам не надо. Растяжка. На растяжку встать.
Друзья, Наталья Григорьевна мне все зашила вот здесь, так что приходите, обращайтесь. Вот, 300 рублей. Здорово, любимая сумка. Никогда такого не видел. Ночной дежурант 3.1 требуется в аптеку. Ночной дежурант. Дежурант. Вы кто? Я дежурант. Муром. Родина Ильи Муромца и муромского калача. Вспомни, про какой особый хлеб мы узнали во время путешествия в город Муром. Как он называется? Найди на картинке все калачи. Сколько их? А все сушки сможешь здесь отыскать? Покажи их. Неожиданно. Будет чем заняться долгими зимними вечерами. Будем искать сушки на Куприна 20. Это улица великого писателя Куприна, между прочим. Угу. Калининградские дворы. Что может быть лучше калининградских дворов? Ничего. Я так считаю. Калининградские дворы и калининградские коты. А здесь еще вот только-только оживает этот вьюн, или как его там называют. Спутниковые антенны гнездятся. А птицы-то как поют. Нравится им тут жить. Похоже. О! Рыбак. Класс. Поехал на рыбалку, наверное. Ах, ну и запахи тут, конечно. Дурманящие. Так, что тут проедем?